Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как можно сделать сумку-барашек. Для этого нам потребуется вот такая металлическая застежка. Я заказывала ее на Алиэкспрессе. Они бывают разной длины. У меня сейчас длина 17 сантиметров надета. Ну вот видите, можно и короче, можно и длиннее, наоборот, заказать и использовать для сумок. Далее нам потребуется еще хлопковый шнур 4 миллиметра, у меня лавандового цвета. И мы будем надевать изнаночным креплением 18 отрезков на вот эту металлическую застежку. Если у вас короче или длиннее, то вы посмотрите, сколько потребуется вам. У меня же это будет 18 отрезков по 2 метра. Надеваем на застежку. Застежку я заказывала на Алиэкспрессе. Также я все ссылки оставлю под видео. Не забывайте заходить и смотреть под видео. Именно стрелочка вниз вот есть у ролика. И вы можете увидеть, что я там оставляю комментарии, пишу, что требуется, что нужно, и какие-то полезные активные ссылки еще оставляю. Надеваем все отрезки изнаночным креплением, и потом начнем плести уже узлы. Надеваем и на одну, и на вторую сторону. У меня на одной стороне уже были надеты, чтобы вам было понятно, как это будет все выглядеть. Когда все отрезки надеты, то сейчас мы самые боковые отрезки не берем пока что в работу, берем последующие. Нам нужно для квадратного узелка 4 нити. Мы делаем первый этап плетения квадратного узла. Далее я с помощью линейки вот таким вот образом, чтобы у меня каждый узелок находился на одном и том же расстоянии. Я делаю квадратный узел и убираю линейку, и по этой линии буду продолжать делать первый ряд. У нас будет с вами необычный такой узел, который называется узел с юбочкой. Но вот сейчас самое главное, затягивайте ваш узелок максимально сильно, потому что я сплела сумку, и у меня получились эти юбочки. Потом вы увидите, как они делаются. И все было очень классно. Я подумала, что сумочка-барашек просто потрясающая. Но в период носки, так как я не сильно затянула узлы квадратные, то у меня все юбочки утекли в плане того, что они превратились в обычные квадратные узлы, и просто расстояние превратилось вот, ну, та юбочка, которая должна была оставаться юбочкой, она превратилась в расстояние. Вот смотрите, сейчас мы подтягиваем вверх, и вот получилась юбочка. И вот на этом этапе затяните очень крепко узлы, чтобы не расходилась юбочка, иначе просто растянется, и это будет сумка из квадратных узлов. Но не говорю, что она там стала хуже или что-то такое. Она получилась даже еще интересней, более вместительной. Но, в общем, рекомендую затягивать узлы. Мы проделывать так будем с каждым рядом. И сейчас мы сделали на одной стороне, далее перейдем на вторую сторону. Я надеюсь, что вы меня поняли, да, с тем, что нужно затягивать узел, иначе все расслабится и просто будет сумка из квадратных узлов. Но я ничего не имею против и сумки из квадратных узлов, это уже на ваше усмотрение. Если вы смотрели Инстаграм у меня, то я показывала, что барашки растянулись. Ну, барашки, юбочки, в общем. Вот, смотрите, я боковую тоже так делаю. И далее перехожу в левую сторону и плету все точно так же, подтягивая. И нам в дальнейшем нужно будет делать второй, третий, четвертый ряд. Все вот так вот делаем, отступаем по ширине линейки у меня, например. У вас это может быть другая какая-то ширина. И продолжаем делать. У нас должен получиться такой треугольник как бы вниз, потому что каждый раз с боков мы не будем забирать узлы, и у нас будет все смещаться в треугольник, в конце останется только один узелок. Я делала 18 рядов, кто-то, возможно, захочет меньше. Продолжаем в том же духе, встретимся на соединении в круг уже плетения.
Ну вот, как можно заметить, у меня треугольник получился. Я сейчас буду складывать сумочку и соединять плетение в круг. Каждой этой металлической застежки идет вот такая штучка, которая закрепляет сбоку, то есть эту застежку, и ты загибаешь там палочку внизу, и оно не расходится. Правда, не расходится. Эта сумка прошла мне тест-драйв с этой застежкой, поэтому можете быть уверены. В общем, мы должны вставить эту металлическую тоже палочку, там все очень понятно будет, и зафиксировать ее в бок, чтобы она не расходилась, и это крепится таким образом. Далее возвращаемся к нашему плетению. Вот такая сумка получается. Вообще прям очень классная на самом деле сумка. Я с ней походила в Москве, мне очень понравилось. Носила телефон, очки, все подряд, карточки какие-либо в ней. Очень удобно открывается, никакой застежки более не нужно. Вот, сейчас приступаем к плетению, и как мы это делаем? Мы берем сейчас боковые нити, на том же расстоянии линейки, будем совершать плетение и юбочку подтягивать. Главное, опять же, не забывать затягивать узел. И так будем спускаться вниз, 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 и у нас будет все больше и больше узлов нужно будет делать, чем ниже мы будем спускаться. До самого начала 18 ряда. Проделываем это все, и потом приступим уже к донышку. После всех соединений нам нужно с вами сделать донышко. Донышко я буду сначала проплету один ряд квадратными узлами, чтобы потом легче было фиксировать донышко. Поэтому берем просто и проплетаем ряд полностью один по кругу квадратными обычными узлами, то есть без юбочек. Проплели ряд, когда, то выворачиваем сумочку. Она достаточно легко выворачивается через нашу застежку, и будем проделывать соединение. Соединение тоже будет очень простое. Это будет просто цепочка из 3 квадратных узелков, но смотря какие нити мы берем. Вот сейчас посмотрите и поймете, как это все происходит. Я частенько тоже такое делаю на своих сумках, так что думаю, если вы плели, то уже, возможно, знаете. У нас есть задняя и передняя сторона. Мы должны квадратные узлы совместить с переднее с задним, заднее с передним. То есть, чтобы они были в паре. Их 9 получается. И сейчас мы берем с заднего узла 2 боковые нити и наплетаем на все нити переднего узла. Делаем квадратный узелок и далее потом просто цепочку из 3 квадратных узелков на все эти нити, которые у нас уже, которые мы оплетаем, получается. Вот, затягиваем очень хорошо. И так проходим 9, у нас должно быть таких цепочек, 9 креплений получится.
Как только сделали это, то нам нужно просто подрезать все, убедиться, что мы хорошо затянули все узлы, подрезать, вывернуть сумку, и она уже будет у нас готова. Единственное теперь, какую ручку сделать. И ручку я рекомендую сделать для меня и, может быть, вас новому способу с помощью диска Кумихима. Это видео также доступно на моем ютубе, и я оставлю ссылку и подсказку здесь. Выворачиваем сумку и придумываем какую-либо, возможно, ручку, либо используем ту, которую я вам предлагаю. Так как у застежки есть верхние такие петельки, то как раз-таки с помощью карабинов у меня ручка получается и вообще прям очень здорово выглядит. Я надеюсь, что сумка вам понравилась. Вы ее сплетете, возможно, показывайте в Инстаграме. Подписывайтесь также на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео, так как я пытаюсь создать что-то интересное и снимаю всегда что-то интересное. Вот, пишите комментарии и до новых видео. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на канал, если еще этого не сделали. Вот такая сумка получилась потрясающая. Ну все, давайте пока-пока. Не забывайте смотреть на все то, что я пишу под видео.